Следующий хадис. От Абу Хурейра, пророк, алейхиссалату вассалам, который сказал: «Иза атаса ахадукум, фалякуль альхамдулилля, валякуль лаху ахуху, ярхамукаллах. Фаиза каля лаху ярхамукаллах, фалякуль лаху ядикумуллах, ва юслих балакум». Если кто-то из вас чихнет, то пусть скажет альхамдулилля, вся хвала Аллаху. И пусть скажет ему его брат: ярхамукаллах, да смеются над тобой Аллах. А если он скажет ему ярхамукаллах, то пусть он скажет: яхдикумуллах ва юслих балакум, да наставит вас Аллах и исправит ваше положение. Хадис, который передал Бухари. Если кто-то чихнет, аль-рутас, чихание, ученые говорят, что это такое. Это воздух, который пронизывает тело. И из милости Аллаха субхану ва тааля выведение этого воздуха. Это милость Аллаха субхану ва тааля, что выводится этот воздух, поэтому человек восхваляет Аллаха субхану ва тааля. Кроме того, почему еще восхваляет? Потому что раз человек чихает, чихание это, если, конечно, он не простужен, это указание на активность человека, на бодрость его, в отличие от зевоты. Когда человек зевает, это указывает на вялость, а чихание указывает, наоборот, на бодрость. Поэтому человек восхваляет Аллаха субхану ва тааля. Во-первых, выводится, что вот этот воздух, который вредит человеку. Во-вторых, что? Бодрость. Это признак бодрости. Поэтому человек говорит: альхамдулилля. Вся хвала Аллаху. Аль-хамд. Что такое аль-хамд? Аль-хамд это описание кого-то совершенством, с любовью и возвеличиванием. Даже если один раз. Это хвала. То есть один раз описал каким-то качеством совершенства кого-то с любовью и возвеличиванием, это будет аль-хамд. Хорошо. Если много раз описывает постоянно вот так совершенством, еще раз, это уже будет сана, это будет восхваление, сана. На это указывает хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах субхану тааля говорит: «Касамту саля бейни ва бейни абдин исфейн». Я поделил намаз на 2,5 между мной и моим рабом. Или еще сура Аль-Фатиха. Когда раб говорит: «Альхамдулилляхи раббил алямин», вся хвала принадлежит Аллаху, Аллах говорит: «Хамидани абди». Хамидани. Сделал хамд. Похвалил меня мой раб. «Ваиза каля ар-Рахмани рахима», когда скажет ар-Рахмани рахим, милостью, являющую милость, Аллах говорит: «Асна алейя абди». Смотрите, уже сказано сана. «Асна алейя абди». Восхвалил меня мой раб. Аллах субхану ва тааля здесь провел разницу между хамд и между сана. Хорошо? Когда он первый раз сказал, Аллах субхану ва тааля назвал это как хамд. Второй раз как сана. А если хвалит кого-то без любви и без возвеличивания, просто чтобы какую-то выгоду поиметь, например, или боясь чего-то со стороны человека, желая разжалобить его, поэтому хвалит, это называется хамд? Нет, это уже называется мадх по-арабски. Смотрите, арабский язык на его глубину. Одинаковые буквы. Хамида мадаха. 3 буквы одинаковые здесь. Хамим даль, да, и там то же самое. Но меняется порядок и как меняется смысл. Мадх – это когда хвалит, но без любви и без возвеличивания в сердце, а просто как? Из-за какой-то выгоды или из-за страха. Это мадаха. А хамида, когда с любовью и возвеличиванием. Это отличие от хамда. Альхамдулилля. Вся хвала лилля. Аллаху. Вот это лям, ли. Лилля. Эта частица указывает на какой смысл? На смысл, что Аллах заслуживает всей похвалы, или на смысл, что Аллаху принадлежит вся хвала. И на то, и на это на самом деле. Хорошо? То есть абсолютная, совершенная хвала, хамд, заслуживает ее только Аллах субхану ва тааля. И абсолютно совершенная хвала, она принадлежит только Аллаху субхану ва тааля. Поэтому оба смысла, и истихкак, и ихтисас, для лям здесь, для частицы ли, они что? Подходят. Пусть скажет ему его брат: да смеются над тобой Аллах. Кто брат? Кто брат? Мусульманин. Значит, чихающий здесь речь о таком, о мусульманине. Хорошо. Итак, если мусульманин чихнул, сказал альхамдулилля, пусть скажет ему его брат: ярхамукаллах. Ярхамукаллах буквально, если перевести, смилуется над тобой Аллах. То есть предложение повествовательное, хабар. Но в значении чего? В значении талаб, то есть в значении дуа. То есть да смилуется над тобой Аллах. Как бы человек говорит: Аллахумма архамху, о Аллах, помилуй его. Ярхамукаллах, то есть просит человек, для этого человека милость от Аллаха. Что такое рахма? Милость, чтобы было приобретение этим человеком того, что он хочет, желанного, и отведение от него нежеланного. Вот что такое рахма.
Если рахма упоминается вместе со словом магфира, прощение, тогда прощение указывает на отведение от человека нежелаемого, да? А рахма указывает на получение человеком желаемого. А если просто рахма, тогда указывает и на то, и на это. Понятно? А если он скажет ему ярхамукаллах фальякуль лаху, то пусть ему скажет кто? Чихнувший, яхдикумуллах ва юслих балакум, да наставит вас Аллах и исправит ваше положение. Опять это предложение повествовательное. Яхдикумуллах, наставляет вас Аллах и исправляет ваше положение. Буквально так, но в значении да, наставит вас Аллах и да исправит ваше положение. Да наставит хидая, просьба о хидая для этого человека. Хидая, оба вида хидая, оба вида прямого руководства, наставления на верный путь. Как в виде указания на истину, разъяснения истины, так в виде тауфика, то есть наставления сердца человека. Оба вида хидая просим для этого человека от Аллаха субхану ва тааля, ва юслих балакум, и исправит ваше положение. Все ваши дела, включающие дела мирские, дела, касающиеся вечного мира, религии, все пусть исправит Аллах субхану ва тааля и приведет в наилучшее положение. Смотрите, здесь ответ мольбой на мольбу, но этот ответ он еще лучше, чем та мольба, которую сделали за него. Хорошо, молитву, которую сделали за него, это лучше. Хорошо? Ответ лучшим. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, установленность хамда, то есть восхваление Аллаха, альхамдулилля, для чихнувшего. То есть тот, кто чихнул, для него установлено в шариате сказать альхамдулилля, восхвалить Аллах субхану ва тааля. Сказано фальякуль, пусть скажет. Это частица приказа, лямуль амр. Означает ли это, что восхвалить Аллаха, если ты чихнул, это ваджиб или это желательно, сунна? Большинство ученых говорят, что это желательно. То есть не ваджиб, а желательно. Некоторые ученые говорят, нет, обязательно. Потому что, во-первых, частица приказательная здесь. Фальякуль, пусть скажет. Во-вторых, это восхваление в ответ на милость Аллаха субхану ва тааля. Человек получил милость от Аллаха, ни'ма, в виде чихания, и он восхваляет Аллаха субхану ва тааля. Кроме того, если он не скажет альхамдулилля, он наказывается чем? Лишением дуа за него. Ему не скажут ярхамукаллах, а лишение чего-то бывает, лишение милости бывает только за оставление ваджиба. Поэтому они говорят, сказать альхамдулилля это обязательно. То есть указывает на вуджуб. То есть это мнение о том, что сказать альхамдулилля ваджиб, это очень сильное мнение. Те, которые говорят, что не ваджиб, а желательно, они говорят, что это слова пророка, алейхиссалату вассалям. «Изаата сахадукум ва хамидаллах фашамиту». Если кто-то из вас чихнул и восхвалил Аллаха, тогда произнесите ташмид. То есть как бы указывается на то, что если чихнул и восхвалил, то есть, а может и не восхвалить. Как бы в этом хадисе есть какое-то указание, что может быть не обязательно. Другой вывод из этого хадиса. Чихание это из милости Аллаха субхану ва тааля. Поэтому установлено восхваление Аллаха за это. Так же, как установлено восхваление за еду. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, Аллах доволен рабом, когда он примет пищу и восхвалит Аллаха. Выпьет питье и восхвалит Аллаха. Чихание наподобие этого. Поэтому за милость восхваляет человек Аллах субхану ва тааля. Отрыжка. Входит ли она в это число? То есть, если человек, например, произвел отрыжку, нужно ли ему тоже сказать альхамдулилля или нет? Отрыжка это тоже выход воздуха, только через другие уже пути. Но есть ли хамд за это? То есть сказать альхамдулилля надо или нет? Сунна, желательно или ваджиб? Нет. Нет почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, его времена была у людей отрыжка, конечно была. Но восхваляли или нет? Говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям альхамдулилля? Или сподвижников учил говорить альхамдулилля? Нет. У нас есть важное шариатское правило, внимательно. Все, причина для чего существовала во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и если при этом пророк, алейхиссалату вассалям, этого не делал, нужно также не делать. Это называется сунна таркия, то есть сунна оставления. Если причина для чего-то была во время пророка, алейхиссалату вассалям, была у людей отрыжка, конечно, была. Хорошо. Возможность была, восхвалить Аллаха субхану ва тааля была. Но делал это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или сподвижников учил делать это? Нет. Значит, сунна это оставить. Другое дело, конечно, если человек, например, испытывал какую-то проблему, то есть он
не получалось у него отрыжка, например, и скапливались газы в желудке, и он мучился там долгое время, и наконец получилось, он освободился от этих мучений. Просто за освобождение от мучений он восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, это другое дело. Но мы сейчас говорим о чем? О постоянном произнесении «Альхамду лилля» после отрыжки, это, конечно, не установлено. Другое из этого хадиса, что не мусульманин, внимательно, не мусульманин не установлен для него ташмит. Потому что сказано «фалеку ляваху», пусть скажет ему его брат. То есть, если иудей или христианин чихнул и сказал «Альхамду лилля», говорится ему «Ярхамук Аллах»? Нет. Это касается мусульман. Поэтому передано, в хадисе Шейх Альбани назвал этот хадис достоверным, от Абу Бурда, что иудеи, они специально чихали возле пророка, алейхиссалату вассалам, надеясь на то, что пророк, алейхиссалату вассалам, скажет им «Ярхамукумуллах», да смилуется над вами Аллах. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорил им «Яхдикумуллах, если валь», да наставит вас Аллах, исправит ваше положение. Поэтому, если так кафир чихнул и сказал «Альхамду лилля», мы не говорим ему «Ярхамук Аллах», потому что дуа о милости для них запрещено. Мы говорим «Яхдикумуллах», да наставит вас Аллах. Да наставит вас Аллах. Другое из этого хадиса, что если человек услышал, как кто-то восхвалил Аллаха, сказал «Альхамду лилля», то ему обязательно сказать, что «Ярхамук Аллах». Вопрос, это кифая или айн, фарду кифая или фард айн. То есть все услышавшие должны сказать «Ярхамук Аллах» ему, если он сказал «Альхамду лилля», или если кто-то скажет «достаточно». Есть разногласия среди ученых, но Аллаху та'аля алям, правильно, что все должны. Все должны. Это фард айн, потому что есть у нас хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который передан у Термизи, где сказано «каждый, кто услышал, пусть скажет». Хорошо? Другой из этого хадиса, что чихнувший отвечает «Яхдикумуллаху истихбалякум», а можно ограничиться и сказать «Яхдикумуллах» только. Хадис указывает на то, как бы, да, это захир хадис, очевидный смысл, что обязательно два слова, сказать «Яхдикумуллах» и «Юслихбалякум» в этом хадисе. В этом хадисе конкретно ничего не сказано о том, что должен делать чихнувший, как себя вести. Но есть другие хадисы, которые указывают на норму чихания. На то, что когда человек чихает, ему нужно прикрываться рукой или прикрываться одеждой. Как это передано в хадисе от Абу Хурайры, ради Аллаху та'аля ан. Сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, когда он чихал, то он клал на свой рот руку, то есть закрывал рот рукой или одеждой. Поэтому, когда человек чихает, он должен закрывать либо рукой, либо одеждой. Тем более, когда что-то он боится, что что-то вылетит у него изо рта при этом, будет неприятно окружающим, поэтому нужно закрывать. Смотрите, сунна пророка, алейхиссалату вассалам, сколько веков назад, это одно из доказательств, что это посланник от Всевышнего Аллаха. Эти нормы нравственности, эти нормы поведения, что касается западного общества, то они дошли до этого сравнительно недавно. Хорошо? Когда поняли, что там бактерии, когда и то и сё, тогда закрываться надо, тогда маски надо одевать и все, или одеждой прикрываться, хорошо? Пророк, алейхиссалату вассалам, учил этому нас сколько лет назад.